Всем привет! Сегодня в третий раз говорим про сон. Уже разобрали многие аспекты, а сегодня о том, как же уложить вашего ребенка вовремя, без слез, без истерик, без плача, а главное быстро. Погнали! Сон – это не автоматически регулируемый процесс. Это вам не температура, и поэтому любого ребенка нужно учить спать. Сон больше похож на питание. Для нормального роста и развития нужно нормальное питание, сбалансированное, правильное и в достаточном количестве. Так и со сном. Для сна нужен стабильный график. Для маленьких детей до 8-9 месяцев, как правило, мы говорим о ритме дня. А для более подросших деток уже о режиме, потому что режим – это прежде всего строгая привязка ко времени. Распределение снов зависит от того, во сколько проснулся ребенок с ночного сна, от количества и продолжительности дневных снов, а также от того, как вы проводите время бодрствования. Так как сон – это, еще раз повторюсь, не автоматический процесс, то к нему нужно ребенка готовить. Для этого нужно делать так называемое спокойное бодрствование. Перед дневным сном это 30 минут спокойного бодрствования, перед ночным сном это 1,5 часа. В это время вы не прыгаете, не бегаете, не скачете, не слушаете громкую музыку, не бодрите ребенка, вы спокойно приглушаете свет и ровно играете во что-то с ребенком, обнимаетесь, может быть, читаете книжку, если вам позволяет освещение, или просто рассказываете сами ему сказки. Также не нужно купаться, потому что купание обычно у детей вызывает бурное веселье. Можно покушать, поужинать или пообедать. В общем, вы спокойно проводите это время, а дальше приступаете к ритуалу. Для чего нужно это спокойное бодрствование? Прежде всего, оно нужно для того, чтобы вы увидели признаки усталости. О них мы говорили в предыдущих видео. Потому что когда ребенок прыгает, бегает и скачет, вы можете просто не увидеть эти признаки усталости. Во-вторых, для тех детей, которые испытывают проблемы со сном, необходима подготовка ко сну. То есть необходимо свою нервную систему не бодрить, а успокоить. Для этого мы делаем спокойное бодрствование. Далее мы переходим к ритуалу. Ритуал – это повторяющиеся действия изо дня в день, одни и те же действия перед укладыванием на сон. У нас 7 месяцев ритуал был очень прост. Мы попрощались, пообнимались, всем пожелали, например, спокойной ночи, пошли в комнату, уложили игрушки, помахали в окошечко, задернули штору, выключили свет. Задернули штору именно blackout, для того, чтобы было темно. Даже если это лето и темнеет рано, и темнеет поздно, тем не менее, ребенка нужно укладывать спать вовремя, и темнота способствует выработке гормона мелатонина, о котором мы тоже уже с вами говорили, и помогает ребенку заснуть. К нам в комнату больше никто не заходит. Мы из комнаты больше не выходим. Ритуал проводит именно тот, кто укладывает ребенка. Ритуал – это одни и те же действия каждый раз. Тем самым мы ребенку и его организму говорим, что сейчас мы будем спать. Мы как бы маркируем сон. Необходимо заранее решить, как вы будете укладывать. Либо это самостоятельное засыпание, то это самостоятельное засыпание. Если это грудь, то это грудь. Если это укачивание, значит укачивание. Не нужно менять способ укладывания в течение процесса. С маленькими детьми, которые часто осваивают много навыков до года, переворачиваться, ползать, вставать, сидеть, лучше отрабатывать эти навыки во время бодрствования. Иначе ваш ребенок будет отрабатывать их во время сна, как правило, ночного. Также необходимо гулять в светлое время суток, потому что свет помогает выработке мелатонина. Это гормон сна, об этом мы с вами говорили в предыдущем видео. Ссылка. Конечно, нужно следить за эмоциональной нагрузкой во время бодрствования. Не нужно перегружать малышей. Если все-таки получилось перегрузить ребенка, лучше сократить время бодрствования. И еще один важный момент хотела бы здесь отметить – это близость с мамой. Необходимо давать больше близости, чем требует этого ребенок. Иначе он эту близость будет брать во время укладывания. Укладывание будет затягиваться, а вы не будете понимать, почему так происходит. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Всем спасибо за просмотр и пока!